Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня у меня мастер-класс на вот эту вот шапку. Шапка универсальна. Ну как, я вяжу один размер, но в течение видео я вам расскажу, как ее корректировать. Как бы моя задумка – это декоративная подарочная шапка. У меня она приблизительно, ну вот подростковый женский размер, ширина ее. Я вам на манекене, вот смотрите, в ненатянутом виде 21 сантиметр, это 42 окружность, ну вот она вот так вот натягивается, видите? Вот, про пряжу я вам скажу попозже, про материал, там я еще говорю про черный фетр, но его я не использовала. Высота шапки. Тоже 21 сантиметр. Ну, вот здесь по задней детали 22,5, она чуть ниже. Так, как корректировать, как сделать двойную, как сделать мужскую, я все это расскажу в видео. Поэтому не пропускаем ничего, потому что в видео очень много полезной информации. Вот этот вот вариант у меня как раз самый, ну, подошел на женский манекен. Вот я вам покажу фотографию. Вот так вот. То есть времени у нас еще много. Вяжем подарки. Дракончики. Всех поздравляю с наступающим годом дракона. И вяжем подарки. Пока у меня в моей головушке родилась только шапка. Возможно, еще какой-то подарок родится, девчонки. А эту шапку я хочу подарить кому-то из зрителей. Возможно, кто-то не успеет. Возможно, кому-то будет приятен подарок от меня. Шапка связана из шерсти 50% мерина шерсть. Вот 50 акрил. Вот, чтобы вы не думали, что это какая-то плохая шапка, это качественная пряжа. Вот. Ну, женская подростковая. И получит ее самый креативный комментарий, который наберет больше всего лайков и который выберут у меня в телеграм-канале. Голосовать за комментарии мы будем в телеграм-канале, поэтому обязательно вы должны быть там подписаны и комментируйте. Интересно, смешно, креативно. Может быть, со стёбом, ну, может быть, на тему Нового года, может быть, на тему именно дракона. Смотрите, полет фантазии, это не, я не прошу дифирамба в мою сторону, это просто креативный комментарий. Пусть это будет поздравление с Новым годом, либо про дракончика, прикольный стишок, что угодно. Вот. А в конце месяца мы с девчонками в телеграм-канале проголосуем, отберем самые залайканные комментарии и проголосуем, и я пошлю вот такой вот сувенирчик своим подписчикам. Итак, у меня 3 мотка вот этой вот пряжи. Метраж у нее 50 граммов, 105 метров. Это, значит, если брать 100 граммов, это 210 метров в 100 граммах. Ну и 2 мотка зеленой и 1 моток оранжевый. Оранжевый я пока откладываю. Так, еще 2 листа фетра. 1 белый и 1 черный. Вместо черного можно использовать пуговицы, что, возможно, я и буду делать. Вот, ну, приготовила вот фетр. И спицы 3 миллиметра. Начинаю вязание с ушка. И для этого набираю 5 петель. Два, 3, 4, 5. Так, здесь в конце я завязываю узел. Есть. И начинаю вязать. Первый ряд вяжу лицевыми. Первую петлю снимаю и вяжу до конца ряда. Притом кромочную мы тоже провязываем лицевой. Поворачиваемся. Первую петлю снимаю, изнаночные оставшиеся. Так, есть 2 ряда. 5 петель.
с третьего ряда начинаем добавлять петли. Таким вот образом я ввожу спицу за нить и вот так вот подкручиваю, переворачиваю. Вот это и есть наша дополнительная петля. Далее вяжу лицевыми оставшиеся петли. Так, поворачиваюсь. Снова добавляю петлю, подкручиваю, поворачиваю и вяжу изнаночными петлями. Последнюю с этого момента провязываете лицевой. Вот это потом нам поможет в обвязке. Поворачиваемся. И так в начале каждого ряда я добавляю по одной петле. И лицевые, и изнаночные ряды я добавляю по одной петле. Так, я вот так вот положу фетр, чтобы вам не шебуршать. Продолжаю добавлять петли. Так, вот я добавила всего 10 раз. То есть с этой стороны 5 петель и с этой стороны 5 петель. То есть всего изначально у меня было 5, здесь плюс 5 и плюс 5. Теперь смотрите, теперь вяжем ровно. При этом кромочные петли вяжем лицевой, как и вязали. Вот так вот. И в изнаночном ряду кромочные тоже лицевые. Последняя петля лицевой. Перепроверила количество петель. Поворачиваемся и еще провязываем 2 ряда. Третий. Четвертый ровный ряд. Всего 4 ровных ряда без добавлений. Так, есть. Вот она такая у нас фигура сейчас получается. И вот они 4 ряда, вот, которые мы провязали ровно. Вот они. Теперь вяжу 5-й ряд. Так, провязала ряд. Теперь в конце ряда я добавляю 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Есть. Теперь смотрите, у нас в очереди изнаночный ряд. Видите, вот здесь вот видно рубчики. Это изнаночный ряд. То есть вот эти 16 петель, которые мы набрали, нужно провязать изнаночными. Мы провязали эти петли, которые мы набрали, и далее продолжаем изнаночными довязывать все петли до конца. Итого у нас на спицах сейчас образовалась 31 петля. Было 15, добавили 16, в итоге 31 петля. Последнюю петлю я провязываю лицевой. И вот такой вот конструкция у нас получилась, которую мы вяжем ровно еще 2 сантиметра. Кромочную лицевой. И таким образом вяжем ровное полотно, все кромочные лицевые. Так, есть 2 сантиметра. И теперь я эту деталь, вот видите, это у меня провязано
Раз, два, 6 рядов, 7 рядов, 4 изнаночных и 3 лицевых. И вот такая вот деталька у меня получается, заготовка, которую мы откладываем в сторону. Вот, я ее пересниму на дополнительную спицу и пока отложу. Так, вот она. Видим, теперь мы вяжем точно такую же еще одну деталь. Для этого набираем все те же 5 петель и точно так же, как предыдущую деталь, вяжем до момента набора петель. Вот до этого момента мы вяжем полностью одинаково. Так, вот смотрите, вторую заготовку я связала. Вот она. Первая у нас вот она. Теперь, видите, лицевая гладь здесь и здесь. Я нахожусь в этой точке пока. Мне нужно добавить опять же 16 петель, но только с этой стороны, вот сюда. Я, смотрите, нить у меня здесь. Я изнаночный ряд провязала. Я возвращаюсь к нему и набираю 16 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Есть. Повернулись. И вяжем. Теперь мы вяжем лицевой. Вот эти петли набранные, потому что здесь у нас лицевые петли. Видите? Так, далее вяжем петли ушка 2 сантиметра. Точно так же 7 рядов, как здесь. Последняя петля лицевая. Так, провязала я 7 рядов. Смотрите, вот она, одна деталь и вторая деталь. Теперь нам нужно соединить эти две детали в кучу и набрать петли еще между ними. Смотрите, я набираю здесь 30 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Есть. Теперь вот здесь у нас осталась рабочая нить. Я ее отрезаю и привязываю к этой нити. Присоединяю. Вот. И вяжу вот этот вот ряд до конца. То есть вот он. Я набрала эти 30 петель и теперь вяжу оставшиеся петли с этой вспомогательной спицы и перехожу уже на ровное вязание. Значит, что хочу сказать. В круговую мы эту шапку вязать не будем, потому что там нам нужно будет вшивать вот эти вот иглы дракона, или как они называются. Напишите мне в комментариях, пожалуйста, как называются вот эти треугольники драконьи. Вот. Поэтому как раз здесь нам этот шов необходим, чтобы красиво это вшить. Так, все, я убираю вспомогательную спицу и вяжу вот целое вот это полотно, пока мы вяжем ровно. Сейчас в изнаночном ряду я провяжу эти петли вспомогательные, которые я набрала посередине изнаночной, а потом все полотно буду вязать ровно
лицевой гладью. Так, вот оно соединение, и все. Вот такая вот конструкция у нас на данном этапе, которую мы вяжем вверх, без изменений. Здесь у нас 102 петли. Итак, сейчас мы начинаем вывязывать макушку. Для этого у нас здесь 102 петли всего. 2 петли это кромочные, и в работе у нас 100 петель, которые мы делим на 10 частей по 10 петель. Итак, 1 кромочная. Далее вяжем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь смотрите, поворачиваем петли и провязываем. Спицу вдеваем слева направо. 2 петли вместе. Есть. Далее точно так же 10 раз повторяем вот это действие. 8 лицевых, 2 петли вместе с уклоном вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повернули, провязали слева направо. И так далее. Продолжаем до конца ряда такими блоками. И в конце ряда у нас должно получиться вот так вот 2 вместе и плюс 1 кромочная. Вот. Все. Итого таких отсеков у нас 10 штук, напоминаю. Далее изнаночный ряд мы вяжем без изменений, просто изнаночными петлями, так как и вязали. Второй ряд сокращений. Снова снимаем первую кромочную петлю. Провязываем теперь 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваем 2 петли и провязываем 2 петли вместе. То есть еще одну петлю сокращаем. И вот здесь у нас идет полосочка такая сокращений. Ее будет видно. Потом она выразится больше. И таким образом продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваем. 8 и 9 провязываем вместе. И так до конца ряда. Так, и конец ряда он снова заканчивается 2 петли вместе и кромочная. Изнаночный ряд без изменений. Третий ряд сокращений. Теперь у нас 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем 2 петли вместе лицевую с уклоном вправо. Снова 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли вместе с уклоном вправо. И продолжаем. Вот так это выглядит. Продолжаем до конца ряда. Изнаночный ряд без изменений. Так, в 4-м лицевом ряду 4-й ряд сокращений. Значит, у нас кромочная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли поворачиваем, 2 петли вместе с уклоном вправо. То есть 5 лицевых, 2 вместе. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли вместе с уклоном вправо. И так до конца ряда.
конец ряда, кромочная, изнаночный ряд без изменений. Так, 5-й ряд сокращений. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо. Вот он наш клинышек, видно. 1, 2, 3, 4, 2 петли вместе с уклоном вправо. И так до конца ряда. Так, конец ряда, изнаночный ряд, опять без изменений. Шестой ряд сокращений, кромочная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Вот кромочная, 3 и 2 вместе. Раз, два, 3, 2 вместе. И так до конца ряда. Изнаночный ряд без изменений. Изнаночными петлями, да, я забываю сказать, но я думаю, вы понимаете, что это изнаночными петлями, изнаночный ряд. Седьмой ряд сокращений, кромочная петля, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо. И так до конца ряда. Хочу показать вам, как это выглядит. Вот такие вот сокращения у нас. Так, вот смотрите, у нас сейчас вот сколько петелек. Мы провязываем еще один 8-й ряд изнаночный без изменений. Так, и 9-й ряд, он предпоследний, 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе с уклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе с уклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе с уклоном вправо. И так до конца ряда. И последний ряд, 2 вместе изнаночной, 2 вместе изнаночной, 2 вместе изнаночной, 2 вместе изнаночной. Вот. Теперь мы берем иглу, оставляем подлиннее край, потому что им мы будем сшивать потом. Продеваем в иглу и собираем на эту нить все оставшиеся петли. Так вот я стягиваю и завязываю. И оставляю пока отдыхать. Вот, наша шапка в принципе готова. Иглу с нитью я оставляю. Вот. И перехожу к вязанию деталей. Вот, кстати, я хотела показать макушку. Вот она, наша макушечка. Вот так вот выглядит. Итак, вяжем детали дракона. Для начала набираем 17 петель. Так, 17. Узелок, как всегда, я делаю.
Первый ряд провязываем лицевыми петлями. Так, начиная со второго ряда, вот наши 17 петель, мы вяжем и закрываем в начале каждого ряда 2 петли вместе. Ну, то есть одну петлю закрываем, провязывая 2 петли вместе. Далее мы вяжем по узору. Если это изнанка, то изнаночными петлями. Если это лицевая сторона, то лицевыми петлями. И так в каждом, абсолютно в каждом ряду, и лицевом, и изнаночном. Вяжем по 2 петли вместе в начале ряда. Вот они. Таким образом, сокращая одну петлю. Вяжем до конца. Деталь у нас имеет вот такую вот форму, поэтому вот мы набрали внизу петли и идем вверх, в вершину. Этого мы достигаем путем вот сокращения петель в начале ряда по одной петле. Так, вот смотрите, я провязала 13 рядов, 12 у меня сокращений, и из 17 петель у меня осталось их 5. И вот такая вот фигурка. Теперь вот сейчас я сделала последнее сокращение. Теперь я вяжу один раз без изменений. Вот. И теперь, начиная с лицевого ряда, мы будем добавлять, восполнять эти закрытые петли. Доставать мы их будем оттуда, где сократили. Вот он, видите, узелок мой. Из него я достаю петлю. Просто ее вот так вот провязываю и одеваю на спицу. Далее поворачиваюсь. Если это изнаночный ряд, то я нить оставляю перед работой. Вяжу изнаночные петли. Вот сейчас их у меня 6. И теперь из вот этого узелка я достаю дополнительную петлю 7. Вот так вот, так как в начале, в первой половине, мы в каждом начале каждого ряда мы сокращали одну петлю, провязывали 2 вместе, то теперь в конце каждого ряда мы вот так вот добавляем по одной петле, тем самым увеличиваем количество петель. И вот так вот вяжем до конца, пока у нас не будет 17 петель и вот эти вот ряды не аннулируются. Вот это просто кромочная. Нам нужен вот этот узелок, где мы сокращали. Из него мы достаем петлю. Вот моя последняя петля 17. Так, 17. Смотрите, что у нас получается. У нас получается вот такой вот рук динозавра. И у нас был первый ряд, который был начальный. Мы еще ряд провязываем лицевой, чтобы восполнить этот ряд. И потом все петли закроем. И деталька у нас готова. Всего таких деталей нам нужно 4. Вот, все. Теперь оно, видите, сравнялось. Осталось закрыть петли. И все. Я закрою изнаночными петлями, потому что как раз попадает на изнаночный ряд. Вот и здесь уже обрезаю нить, и все. Вот, и вяжу оставшиеся детали, сколько мне еще 2 не хватает. Вот такие они у нас. Здесь можно, возможно, мы сошьем, но это я вам скажу, когда свяжу недостающие детальки. Вот так вот она выглядит. У меня 4 заготовки. Вот 4-я я вам сейчас, видите, я их сшила для лучшего пришивания. Сейчас я вам покажу, как это сшивается. Вот, обработала, сделала ВТО, то есть пропарила отпаривателем.
Так, и вот здесь вот просто сшиваю так друг к дружке. Так, и теперь я эту нить увожу туда вовнутрь, вот таким вот образом. И здесь обрываю, обрезаю. Вот, и она тем самым прячется туда вовнутрь. Так, есть у нас 4 эти детали. Все-таки, вы знаете, я решила использовать вот пуговицы для носа, для глаз. Нет, вот это нос, а вот это глаза. И для глаз белый фетр. Вот он. Значит, нарисовала 2 круга. 4,5 сантиметра. За. И носик. Вот такой вот он, мордашка у нас будет. И пришивать буду обычной иглой, швейными нитями. Можно, конечно, это все дело приклеить, но а вдруг нам захочется шапку носить без глаз. То есть вдруг мы захотим глаза убрать. Один глазик фиксируем. Так, и теперь по кругу я пришиваю вот это фетровое колечко, но только пытаюсь так, чтобы не было видно вот этой зеленой ниточки, либо взять белую ниточку. Так, пришила я один глазик, теперь пришиваю второй. Так, для ориентации вам скажу, что от края у меня высота глазика 6,5 сантиметров и ширина между глазиками 4 сантиметра. Вот, пришиваю второй. Так, вот они, наши глазки. Белой ниткой пришиваю носик, чтобы как бы отверстие было видно в носик. Так вот. Есть. Вот. Теперь, девчонки, теперь смотрите, что мы делаем дальше. Мы по вот этому краю распределяем наши иглы, перья. Господи, я до сих пор не знаю, как это называется. Вот прямо от этого узелка я буду использовать булавки. Вот смотрите, 1, далее 2, 3 и 4. Вот их надо так определить. Вы знаете, булавки не буду использовать. Я сейчас буду прям сшивать. Я беру иглу. Тут мне нужна тонкая, девчонки, игла. Так, смотрите. Вот мы вставляем между вот этими вот 2 деталями оранжевую деталь. И будем ее как бы шапку сшивать. Вот смотрите. И в этот шов вставлять оранжевые детали. Вот максимально туда подвигаем. И вот так вот через такой пирожок мы сшиваем все слои. Хорошенько тут затягиваем. Прям хорошо, так плотненько сшиваем.
Видите, оно получается вот так вот в шве. И продолжаем пришивать все 4 детали и одновременно сшивать шапку. И в конце у нас должно остаться примерно 1 сантиметр до края свободного, без вот этой детали. Так, есть. Вот здесь у меня узел, его можно продеть в этот шов. Теперь нам осталось обвязать ее и сделать завязки. Сейчас я вам показываю, что у меня получилось. Вот. Вот так вот сзади выглядит эта шапка прекрасно. Вот. Теперь я ее обвязываю, беру оранжевую пряжу. Крючок 3 миллиметра, начиная сзади, вот где у нас стык, я начинаю вязать столбиком без накида. Вот из каждой петли я вывязываю 1 столбик. И пока я их вяжу, немного вам расскажу, как же изменить эту шапку, увеличить, уменьшить, ну, в общем, подогнать по размеру. Если вы хотите, допустим, подарок мужчине, и вам нужна больше шапка, чем этот размер, вы берете на размер больше спицы, немного толще пряжу и вяжете все точно так же, как я показала. Вот. Если нужно меньше, то, соответственно, допустим, на ребеночка маленького, то, соответственно, вы берете тоньше спицы и тоньше пряжу. Еще один вариант как бы подгона. Да, если вы хотите эту шапку не подарочную, да, не как прикол, а как носибельную шапку, ну, двойную для ребенка, то если это большой вариант, то вы вяжете один вариант этот, как верхний, и нижний вариант точно так же по расчету, но только спицами на 0,5 миллиметра меньше, чем основные. Далее вы вяжете 2 одинаковые шапки и потом вот в этом моменте друг дружку складываете и в этом моменте фиксируете крючком во время обвязки. Далее, что еще можно сделать? Когда вы связали вот эту основную деталь, можно сделать подкладку из флиса. То есть по детали вы вырезаете флис, естественно, немного оставляете на припуск, потому что, ну, чтобы одинаково тянулись и верх, и низ. Вот, поэтому немного припуска. Вот. Так, здесь уголок мы вот так вот обходим. В общем, вот так вот это все можно обыграть на разные размеры. Плюс, благодаря тому, что все детали у нас нашиваются и шапка сзади сшивается, можно на праздники погулять динозавром, а потом благополучно это все убрать. И останется у вас прекрасная шапка без динозавра. Вот так вот. Еще хочу, девчонки, напомнить всем, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Вяжем с Викой». Там мы обсуждаем наши совместники, там у нас похвастушки, там у нас чат, общение, девчонки между собой общаются, советуются. В общем, вообще бесценное общение у нас там происходит. Пожалуйста, присоединяйтесь. Чат и канал бесплатен, платные только совместники наши все, вот, которые стоят символическую цену $1 просто за вход. И, ну, это в первую неделю, вот, потом цена повышается. Но для этого, для того, чтобы попадать во все совместники,
в первую неделю для этого нужно быть на канале. Поэтому подписываемся. На канале я имею в виду Telegram. Ну, естественно, в Ютубе тоже. Все анонсы выходят в Ютубе и в Telegram. Но в Telegram вы можете голосовать. Вы участвуете в судьбе следующих совместников, в том, что мы будем вязать. Вот поэтому настоятельно рекомендую быть в нашем телеграм-канале. Также есть Инстаграм. У кого нет Телеграм, можно в Инстаграм, можно туда и туда, понятное дело, чтобы не пропустить выгодные скидки, выгодные цены на совместники. Совместник, я еще хочу повторить, что доступ у нас туда к материалам навсегда остается. Это не ограничено по времени, поэтому девчонки будут за $1 вступают и там и остаются, а вяжут уже когда-то потом, вот, наблюдают за процессом. Я все вяжу в совместниках в живом времени, то есть вместе с вами, то есть вы можете наблюдать за процессом создания этой вещи и потом уже определиться. Ну, то есть вы можете подождать, посмотреть, что получится у меня, что получится у девчонок, потом уже определиться. Так вот, я, смотрите, дохожу круг. Далее замыкаю вот таким вот образом кольцо полустолбиком. И такими же полустолбиками, но не затягиваю, обвязываю еще этот круг по кругу. Видите, получается вот так вот закончено красиво. Так, все, девчоночки, мы закончили. Обрезаю нить, увожу наизнанку. И увожу туда, вглубь. Все, осталось нам сделать завязки. Но тут тоже вопрос. Я завязки делать не буду. Если у вас шапка для ношения, то, конечно же, нужно сделать завязки. Хоть крючком, хоть косичку там заплетите. У меня шапка больше декоративная, поэтому я сделаю вот такие вот бахромушку, как бы декоративную просто. Смотрите, я один уже сделала, чтобы вам показать. Я нарезала 6 штук по 30 сантиметров. И теперь я вот в ушко шапки просто продеваю эти нити. Но не в одном месте, а вот так вот их распределив. Вот и складываю пополам. Вот рядышком теперь. Пополам. Теперь смотрю, где мне хочется еще добавить. Вот здесь вот. Чтобы было красиво. Так, отлично. Теперь завязываем узел и обрезаем концы. Вот и все, девчонки. Напоминаю, что эту шапку я отошлю за лучший комментарий, за самый креативный комментарий, который понравится нам в Телеграм. Я там буду выставлять голосование. Отберу самые креативные и выставлю на голосование. Поэтому вам тоже нужно быть и там подписанными. Вот. Ставим лайк, подписываемся везде, комментируем, делимся, вяжем. Вот. Я вас всех поздравляю с наступающим. Наверное, еще рано поздравлять с наступающим. Ну, все-таки. Я не знаю, когда вы будете смотреть. Я с вами на сегодня прощаюсь. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.